Вы знаете, я на самом деле достаточно давно этого не делала, и я не знаю, что говорить. Ну ладно, допустим. Я начинаю свою подготовку к мини-путешествию первый раз одна в Эквадоре. Посмотрим, что с этого получится. Для этого мне нужен, конечно же, рюкзак. Не рюкзак, чемодан. Ой, первое, что я сейчас сделаю, почищу чемодан. Я давно уже никуда не летала, и он у меня запылился. Надо придумать, в чем я поеду. Допустим, вот эта одежда. Что я точно возьму? Я даже не представляю, что мне там может понадобиться. Я так давно не была на море, на океане. И как бы... Спасите. Гляньте, что у меня есть. С Бразилии. Мы там на ней так и не повалялись. Охрененно, я, конечно, путешественник, что я живу, я наслаждаюсь именно внутрянкой, как живут люди. Но я мало где бываю в стране. Но зато я знаю, как живут люди. Я могу про это все рассказать, я могу показать, я могу отвезти туда, куда ходят местные. И как бы вот это все. Ну ничего. В этот раз я планирую с кем-нибудь законнектиться, с теми, кто там живет, и что-нибудь интересное придумать. Там, скорее всего, я опять что-то говорю, что показываю интересное, поэтому смотрите. Yo tengo moto, Ah, ¿tienes pero moto? en sí, Yo tengo una moto Honda. ¿Podemos andar en moto? sí, quizás. ¡Wow! Me gusta mucho moto, pero me gusta mucho. Господи, мы такой на зомби. Ужас. ¿Te gusta la montaña? Sí. ¿Te gusta mucho? Так, ну что, мой трип начинается. Я сейчас все быстренько убрала дома, я взяла ноутбук, я просмотрела, закрыла ли я везде окна, еще там разную фигню, и уже через буквально часик я буду вызывать такси и выезжать. На самом деле у меня что-то как-то много получилось вещей, и я не знаю, зачем мне это все, но я девочка, и мне нужны фотографии, поэтому у меня в целом, наверное, в сумке не столько много одежды, сколько техники. То есть у меня очень много техники с собой. Я ее беру, потому что она мне надо. Я буду снимать, мне нужен звук, мне нужен фотоаппарат, мне нужна разная гарнитура, провода, батарейки, потому что этого всего очень много. И сейчас я быстренько поем и буду вызывать такси. У меня в целом, как обычно, бомж-стайл. То есть я иду максимально в удобной одежде, потому что я знаю, что такое поездки. И я знаю, как может быть фигово, если тебе что-то натирают, что-то неудобно. И вот, что еще сказать. Удобная одежда – залог всего. Все как бы, все. Я еду к океану, ну как бы представьте, да? Я еду к океану учиться кататься на серфинге. То есть вот в детстве я думала, я поеду учиться серферить на Гавайи, потому что после мультика «Лило и Стич» меня это ужасно вдохновило. Но я еду серферить на Валон в Эквадоре. То есть я вообще не думала, не знала про Эквадор, но получилось как получилось. Поэтому погнали. Так, ну что, я уже в автобусе. Ехать где-то 6,5 часов, если все будет нормально. И приеду я уже, получается, ночью. И надеюсь, меня все-таки встретят и заселят в отель. Потому что я не знаю, как до отеля добираться. И мне пообещали, что меня встретят. Вот, надеюсь, дорога пойдет гладко, пройдет, потому что я засыпаю. Я выпила таблетку от укачивания, потому что
Здесь безумно меня укачивает в автобусах, на машинах, маршрутках. И, короче, надеюсь, все пройдет без осложнений. Мы уже проехали большую часть пути и выехали к побережью. Сейчас тут большая часть людей, все, можно сказать, вышли из автобуса. И там пару человек буквально едут дальше до Монтаниты. Поэтому уже, наверное, где-то через час мы будем на месте. То, что мы проезжали, все эти города, они очень похожи на Сан-Пауло, похожи на Кито. То есть они такие достаточно грязные, они... ни о чем, наверное, можно сказать. Меня немножко впечатлил Гуаякиль, но там безумно похоже на Сан-Пауло. То есть также грязно, также метят люди все, что можно и нельзя. И, в принципе, чистота оставляет желать лучшего. И это я все заметила, просто проезжая мимо. Что там уже в самом центре будет, например, я не представляю. Сейчас какая-то остановка. Мы приехали на какой-то вокзал. И фишка в том, что все люди вышли. Осталось только 3, включая меня. И это немножко странно, потому что я была уверена, что они все едут в Валон. Радует, что даже на празднике там будет спокойно. О, все. Мы поехали. Очень жаль, конечно, что автобусы здесь в основном в ночное время ходят. То есть где-то в 3-4 они выезжают, и пока проезжаешь все интересные места, естественно, уже темно. Как-то поснимать, показать нечего особо. Ну вот это автовокзал. Здесь автобусы. Автовокзал достаточно такой классический, эквадорский. Скорее всего, там внутри куча разных палаток. Почему мы сюда встали? Что я не понимаю, что происходит. Так, мужик закрыл дверку в салон и куда-то вышел. Это доставка. Он понес вещи куда-то. Скорее всего, таким образом тоже доставляют посылки, потому что по дороге мы достаточно много останавливались и что-то брали. Сложно, капец. Мы, по идее, через минут 30 уже должны были приехать. Нам еще ехать и ехать. При том, что он торопится. Автобус на станцию приехал в 16, то есть в 4 часа. И он к станции подъехал, то есть стал людей впускать только, наверное, где-то без 5-4. До этого он просто стоял в сторонке и наблюдал. И мы уехали, то есть двинулись со станции в 16:03. То есть буквально 3 минуты на посадку, считайте. Потому что оставшиеся 5 минут он загружал вещи. Никого не ждали, никого не смотрели. Билеты здесь не проверяют при посадке именно в автобус, поэтому надеюсь, что все успели. Потому что, это действительно очень мало, обычно минут 15 даются, а тут даже в туалет. Мы один раз останавливались за 6 часов и на 5 минут. То есть весь автобус там бежал до туалета и обратно, чтобы успеть сесть, и без него не уехали. Как-то он такой себе. Disculpe, dime por favor, aquí no hay terminal en Montañita, ¿no? Le avisé allá mismo. Aquí no hay en Montañita terminal, No ¿no? hay terminal aquí. Ah, Por eso le pregunté, ¿se quedan en Montañita? Nadie aquí primera vez, por eso no sé. dice nada.
Gracias. Buenas noches. Igual, buenas noches. Oh, Dios. Короче, приехала, получается. Жарень, трындец. Buenas. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Todo bien. Pero, Poquito, sí. Este también. Ага, так вот. Aquí hace calor. ¿Perdón? Aquí hace calor. Sí, la verdad que sí. Bienvenida a la playa otra vez. Muchas gracias. ¿Tienes hambre? Ah, no, No, tienes que comer, no quiero que estés de mal humor. no. Pero vamos a buscar algo ya para que comas, ¿ya? No, Al claro. menos una pequeña cosa, ¿ok? Claro. Sí. ¿Tú conocías Olón antes? ¿Mm? ¿Conocías Olón? No, aquí primera vez. Primera vez. Perfecto. Sí. Montañita sí. No. ¿Tampoco? Está bien. Sí. Ok. ¿Quieres hacer un pequeño tour ahora? Creo que mañana solo para mejor. O porque ahora. Sí, sí, sí. Sí, No, noche por eso. sí, sí, sí. Ahora A un ver, poquito de nada. comida para ti, ¿ya? ¿Esta? ¿O es? Sí. Ah, poco loco. Este es un hotel. Hotel. Caro hotel, ¿no? Muy caro. Sí. Muy caro. ¿Cuál precio por un día? Un día como 300 o 300. 200. Dios. Es con ascensor. Так, ну и вот только что заселилась. Ну, я вам скажу, хоромы. Как бы. Здесь вот такая еще дверка как зеркало. Мне кажется, мне самый блатной вариант дали. Тут еще алкогольчики, чтобы попить. А вид из окна. Там его нет. Короче, вот такая кровать. Как бы, ну, комната пустая. Но в целом, что нам еще нужно? Где тут включается туалет? В туалете тоже, в принципе, все есть. Ну, есть душ, полотенчики, не знаю, сейчас найду. Здесь жарко, пипец, хорошо, что здесь есть кондиционер, потому что иначе я бы сдохла. Я уже босичком грязная, сейчас пойду мыться, потому что гуляла по пляжу. И в целом, ну, знаете, прикольно. Пляж красивый. Я не видела пляж в самом Олоне. Я была в Монтаните, это рядом, там 5 минут буквально. И там классно. Поэтому завтра у меня уже первый урок серфинга. Вот. Жду, не дождусь ко мне. Почему я не могу спокойно отдохнуть? Я приехала, вот меня встречал, получается, как имела владелец. Но я забыла спросить его имя. И он ко мне подкатывает. Что мне делать с этим? То есть, ну, я не хочу. Что еще? Ничего, я спать. Время уже 1:00 ночи. Я в это время давно сплю. Я не готова к таким приключениям, поэтому пока. Ну что? Доброе утро, как говорится. Время 8:30. Сейчас быстренько соберусь и пойду к океану. На самом деле, обычно мне достаточно тяжело спать в новых местах, но тут, ну, я долго не могла уснуть, что-то ворочалась, но мне кажется, это, в принципе, от эмоций. И все нормально было, то есть я выспалась в целом, я первый раз проснулась в 6 часов. Ну, какого черта, давай дальше спать. Я надеюсь, меня там
не поймают по дороге, когда я буду выходить. Не хочу. Нужно еще будет обведы. Нужно будет еще проверить здесь обстановку, потому что я не знаю, где можно поесть. Я еще не знаю чего. Скорее всего, на пляже это все будет. Но я хочу мясо. Я буду искать мясо. Такой себе завтрак, ну, что поделать. Always had high hopes, had to have high hopes for a living. Didn't know how, but I always had a feeling I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Ну что, добралась до океана. Я в Алоне. И поэтому будем учиться кататься на серфинге. Так, я, короче, сейчас иду вот сюда. Уже почти дошла. И по пути увидела такие вот штучки. Вот это, короче, песок от крабиков. Они их едят, через себя, получается, прогоняют, и там едят, по сути, только водоросли. И вот такими кучками везде кладут. Вот. Выглядит классно. Там в лодке не было ничего интересного. Это, можно сказать, местная достопримечательность, потому что это туалет. И как бы я туда уже внутрь не полезла, еще и босиком. Поэтому я просто бы отмотала ноги сожгла. Не знаю, может завтра. Или ближе к вечеру. Но, с другой стороны, что мне делать в туалете? Поэтому, не знаю, посмотрим. Птичи. Вы все любите, когда вам жопки гладят, да? Нравится Собакевич. Listo. Para fiestas, para vacaciones. Vamos a algo de como para eso. Sí, perfecto. Para la playa. Though your skies are blue, you're drying up my bed. How can I get any rest now? Sha la 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 la. Someday you will get the best of me, oh. No, aquí no. ¿Es escuela o no? No, es una punta de montaña. Sí, allá sí es. Para competición, ahí. Es un lugar para competición de surf. ¿Hay que mejor que Para profesional, sí. para mí? Sí, para ti. Si quieres ir abajo después, Quizás. solamente para ver. Para ver, sí. Ya vamos. Wow. ¿Sí ves? Creo que más tarde aquí. Es hermoso. Oh, sí, Podemos venir. pero wow. ¿Ah? Es salón, ¿sí? Sí, es correcto, Ahí, allá. ajá. Sí, allá es salón. Antes era como 4 metros más allá, como muy lejos, pero ahora ya está como muy pequeño. Mira, aquí pronto puede caer, Ajá. ¿sí ves? Y Mucha lluvia,
muchos sismos Sí. también a veces. Para esa casa es no peligroso porque es muy cerca. Ajá, exacto. ¿Y cuántos años tiene? 100, Mucho. 100 años Sí. más. Oh, Dios. Peligroso. Esto como iglesia. Exacto. ¿Para escuela? Sí, Ah. sí, exacto. Es como que es católica un colegio escuela. católica. Ujú. Y se aprende Biblia y todo. Sí, correcto. Solo esta escuela hay aquí. Sí. Mm. Hay otra en Olón, pero es como pública, pero no es de religión. Ujú. Es Ah, es bueno. normal. Mi hija está ahora en privada escuela porque No, aquí mucho escuelas católicas, pero nosotros no. no, exacto. entiendo. Por eso es difícil. Mejor privada, tranquilo. ¿Esta casa o hotel? No, todo es creo que aquí, Ah, aquí de religión, acá también, mira. Todo esto. es escuela todo. Es escuela de aquí, es que Ah. todo es un paquete. Tan grande. A ver, ¿las obras de Montanita o no? ¿O Sí, no? creo que sí. ¿Segura? Sí. Ok, vamos. Y dime, ¿qué tal vida aquí en Olón, en Montañita? Sí, ¿Qué- es una qué buena tal? vida. Muy tranquila. Muy tranquilo, sí. Nosotros tenemos fiesta del pueblo también, Ujú, 2 veces al año. Vamos a tener aquí Olón el 9. El ujú, 9 vamos a tener una fiesta muy popular de Olón. ujú. Como mucha gente, mucha música, muy bonito. Yo quiero que te quedes. ¿Y cuándo? El 9. Este mes. Ajá. Oh, no sé. Necesito trabajar. Pero en la computadora. No hay internet. Yo consigo internet bueno para ti. Este es el primer hotel de Montañita. Primero. Y aquí muy caro, sí. Sí, muy caro. ¿De cuál precio un día? Muy caro. 300. ¿Cómo es? Más barato. ¿Más? Ah, Más barato. no tan caro. Sí, no tan caro. Hola para Diana. Profesional. Sí. Casi. ¿Dónde mejor playa? ¿Aquí o en Olón? Aquí es para intermedio avanzado. Olón es beginner intermedio. No para surfing, para como playa. O mismo. Olón es más tranquilo. Mismo. Aquí es como inclinado, así, ¿no? Ajá. Olón es plano. Ujú, Aquí es un poco peligroso. Olón es tranquilo. ujú. ¿Y qué haces aquí, gente? ¿Dónde trabajas? Hoteles. Trabajan. ¿Hoteles? Sí, muchos hoteles. Hoteles, cafeterías, todo. Sí, hay hoteles muy grandes. Ujú, Hay como restaurantes, ujú. clubs, construcción. ¿Cómo? Ah, ujú. Construcción de hoteles, de casas, muchos restaurantes. Hay muchos lugares para trabajar. ¿Y mucho trabajo o no? Sí, mucho. Mucho. Ahora sí, ahora es high season. Bueno. Y antes Montañita, Olón estaban también tan popular, ¿o no? Antes mucho Montañita, ahora mucho Olón. Olón para familias. Exacto, es como Montañita para amigos y fiesta. Para Olón es familia y amigos tranquilos. Ujú, Como al Montañita vienen muchos hippies, ¿no? Hippies. ujú. Sí. Mucho. Pero Olón no hippies, es como gente más como turista mejor, Ujú. calidad. Y hippies están como marihuana. Ajá, y exacto. todo así. Mucha marihuana, cocaína. ¿Aquí en Ecuador es legal o no? Duermen en la calle y es como no tan bueno, pero así es la Que cultura. hace calor, por eso puede dormir acá en la calle. Ajá. Estos son hoteles, mira. Todos estos son hoteles muy bonitos. Sí. Como Tailandia. Sí, muy bonito. Este es un hotel de surf también muy bonito. Se llama Surcamp. Balsa Surcamp.
en Alon puedo como tomar moto, renta. ¿alquilar moto? coche. Sí, Creo que sí. sí. En Cuenca es muy difícil. Yo tengo moto, ¿Tienes pero moto? en sí. Yo tengo una moto Honda. ¿Podemos andar en moto? Sí, quizás. ¡Wow! Me gusta mucho moto, pero me gusta mucho. Господи, мы такой Para la назойливый. montaña. Ужас. ¿Te gusta la montaña? Sí. Me gusta mucho andar en moto para la montaña. Es cascada, Olón hay cascada. Tú vives aquí toda la vida. Sí, toda la vida. ¿En otra ciudad, no? Estudié 5 años en Quito. Yo estudié graphic designer, diseñador gráfico. Yo web, like UI UX. ¿Sí? Interface, eso. Cool. Yo soy fotógrafo, graphic designer, website, videographer, illustrator, Photoshop, design. Pero te gusta más surfing. Sí, es que yo mucho hago fotos y videos y como hago mix de surf. Me gusta, amo mi escuela de surf y mi trabajo y también diseñar. ¿Tú trabajas con publicidad. diseño Exacto. Yo tengo página web, yo tengo todo, redes sociales, muy bueno para que la escuela esté perfecta, tengamos muchos clientes. Nosotros tenemos muchos clientes, sábado y domingo muchísimos clientes. Yo soy muy popular para surf, sí, Perfecto. porque mis clases son muy buenas, mis clases de surf. ¿Qué piensas tú de mis clases? Es interesante. Yo pensé que primera clases es como en la playa, sin agua y todo, pero... Claro, lo hiciste muy bien, ¿sabes? Muy bien, yo feliz de tu primera clase, muy exitosa. Perfecto. Vamos a celebrarlo en la playa, en las olas, con un vino. ¡Eh! Eso es increíble. ¿Por qué? ¿Ah? Porque Es una celebración muy chévere, como en el sunset, el agua, la cerveza, tú y yo, muy bonito. Me gusta mucho. Es que nosotros disfrutamos mucho en nuestra vida, aquí en la playa. Nosotros mucho nos gusta la playa. Это получается кафе прямо на пляже. То есть для пляжа в целом очень отличные цены. Что здесь есть? Камаронес, эти креветки, кальмары, даже лангостино есть. Классика севиче. Кстати, отлично на пляже. Я не знаю, почему его едят в горах. Потому что там холодно. Разные пескады, разная рыба. Здесь, конечно, есть один интересный пункт. Канчан. Зада Канчан. На русском это ракушки. То есть это не так уж все плохо. Короче, я вчера увидела здесь кое-что интересное. И поэтому сегодня или завтра я туда поеду. Это будет тоже первый опыт. И немножко страшно. Вот такая интрига легкая. Просто гигантская тарелка. Здесь разные морепродукты. Здесь есть креветки. Здесь есть кальмары и рыба. Это очень вкусно. Так, у меня сегодня есть небольшой план. Я еду на парапет. Я буду кататься на парапете.
А я не знаю, нужно было это сейчас говорить, или лучше такой переход типа. Но в целом, как бы, ладно, вот. Я надеюсь, мне понравится. Я надеюсь, я смогу что-нибудь интересное снять. Мне сказали, что нужно одеться в спортивную одежду, кроссовки обязательно, носки. Я без понятия, где мои носки. Ой, блин, все. Я вся обгоревшая. Я чувствую себя ужасно. Сейчас посмотрю тут. Вот, и это какой-то кошмар. При том, что я как бы закрывала себя всем, чем можно. То есть ручку здесь так закрывала. Ноги у меня всегда накрыты, но, что интересно, когда я катаюсь на серфинге, это теперь все выглядит вот так. Вот это большой минус быть светлой девочкой русской, потому что у меня кожа вообще не умеет загорать. То есть я становлюсь как помидор. Я пользуюсь SPF-ками. Мне сейчас нужно будет найти автобусную станцию. Мне сказали, как можно туда доехать. Это будет минут 20 по времени и стоит $1. Я не знаю, что там будет, но мне очень интересно. На картинках в Инстаграм это выглядит все хорошо. Ну, всегда на картинках в Инстаграм все выглядит хорошо, да, согласитесь. Поэтому посмотрим. Buenos días. Disculpe, ayúdame por favor. Necesita acá. Necesita para Pedro San Pedro. Pero acá es el autobús. San Pedro, ya. Sí, Acá, sí. sí. Va al parapente de San Pedro. Aquí sube. Muchas gracias. ¿Cuál precio? Eso dice, va al parapente. Ya, sentar aquí como ante mí. ¿Cuál es el estatus del general? Pagar necesita ahora. ¿Cómo? Pagar necesita ahora. Ya mismo, él se acerca. ¿Cuál precio? Creo que está en unos... Creo que está en 75 centavos. Muchas gracias. Y cascadas. Hay cascadas. Sí, molón. Cascadas. Sí, para lo que es hacia las montañas. Las montañas. Ahí hay Grande y cascadas. cascado. Sí, son grandes. Son grandes. Sí, son grandes. Hay una que es de como de 30 metros. 30 metros. ¿Y cómo trabaja ahí? ¿Hace calor? Yo trabajo, a veces estoy en la vía, de pie, y a veces ando en el patrullero, en la unidad, ¿sí? En las camionetas, así andaré, o en las motos, así andaré, y patrullar. Desde donde usted va, desde San Pedro, hasta allá arriba en la entrada, como que va para Puerto López, para allá. Todo esto trabajamos nosotros. Este es el circuito que cubrimos nosotros. Y tengo 4 años aquí, he conocido bastante en la zona y es muy bonito, es muy tranquilo. ¿Hay casa triste? Sí, se me pasó por alto enseñarle dónde era. Sí, estaba ahí justamente. Pasamos por ahí. Ahí vive el presidente. Cuando llega el presidente, llega un búnker. La casa del presidente está en la orilla, ¿no? Y el búnker se posiciona al frente de la casa del presidente para resguardarlo por cualquier cosa en la vía marina, por si acaso alguna cosa, a la seguridad de él y vía marina. Se cuida bastante, el ministro de Seguridad Nacional también tiene casa, más adelante de Por eso aquí sí, tranquilo. muy tranquilo. ¿Cómo se llama usted? Soy Diana. Soy Diana. Diana. Oh, Diana. Eduardo, mucho gusto para servirle.
Gracias. Так, меня уже встретили. И, получается, поеду на мотоцикле. Интересно. Buenas. ¿Quieres casco? No, puedes mi casco. Es aquí a 200 metros. Claro. ¿Tu nombre es? Diana. Diana. ¿Y cuál nombre es tú? Jorge. Jorge, mucho gusto. ¿Listo? Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué más, Lorenzo? Ay, no, mi joven, sí, ya me la llevo ahora. Buenas. ¿Nombre? Diana. Diana. ¿Dónde? ¿Acá? ¿Con apellido? ¿Dónde? Apellido. ¿No dice que puedo con transferencia? ¿De dónde eres, Diana? Soy de Rusia, pero vivo ok. en Cuenca hace 2 años. Tengo una amiga rusa que vuela parapente. Vive en Quito. Se llama Daria. Relaja. No te sientes, no te sientes. No te sientes, no te sientes. Es muy fácil, Diana. Ah, Ahí siéntate, no ahí. problema si me muero. Gracias. La otra. Gracias, la otra. ¿Dónde? Siéntate, siéntate. Oh my god. Dios. Casca, no, ayúdame, si yo murió. Estamos súper Como bien. divertido. Oh my god. ¿Dónde está Alon? Lejos. Allá, en la punta, allá. Vamos a Alon. The suffering out of you. It's time to chill away. The night before a gold is softer. What's with you like rain? I know if you can move fast, for that's the face of blue. The face of short is some to doubt. She's quite the armor. She's falling more in love, so В общем, я закончила, и мне предложили подвезти до автобусной станции. Ну, кто я такая, чтобы согласиться, да? Ай. Поэтому я сейчас иду вдоль трассы на автобусную станцию и заодно смотрю, что тут есть вообще интересного. В целом ничего. То есть вокруг трава, там какой-то Моана, кстати, отель. В целом было интересно. То есть я бы, наверное, повторила. Но не знаю, в Куэнке, наверное. Я не знаю, сколько на улице градусов. По ощущениям все 30. И обгорю, не обгорю. Уже пофиг, я все равно как помидор красный.
останется дождаться только автобус. И через минут 30 я уже буду в Алоне. Ну, не знаю, может, погуляю по Монтаните. Потому что я с купальником, может, я посижу на пляже, а потом поеду. Сейчас подумаю, в общем. Так, что-то едет. Buenas tardes. Dime, por favor, autobús va a Alon. Habló, sí, sí. Perfecto. Gracias. Vamos a descargar. Сегодня у меня получается такой чуть-чуть чиловый день. И ближе к вечеру я пойду кататься на лошадях по берегу и серфить. Потому что, как обычно, я здесь это делаю каждый день. Просто не снимаю, потому что не очень удобно. Я всегда хотела прокатиться по берегу на лошади. Так как я не могу свою лошадь сюда привезти, мне приходится арендовать. Но если вдруг у нас с переездом что-то не получится, скорее всего, мы поедем жить на побережье, и тогда лошадь отправится уже со мной непосредственно. Алон на самом деле чуть-чуть напоминает Таиланд. Здесь такая же атмосфера, расслабленная, все навеселее, все друг друга знают, все друг другом здороваются. Я обожаю Таиланд. Я бы с удовольствием там жила, если бы был испанский язык, если бы было просто с визами. Там сейчас говорят, что что-то улучшается, что можно купить недвижку и получить визы, но как бы не все могут купить недвижку. Если не получится здесь, не получится в другой стране, наверное, вернусь в Таиланд, потому что, ну, это любовь, я не знаю, ее ни с чем не сравнить. И Таиланд подходит не всем, не все его любят, не все его понимают, но я просто без ума. По ценам. Что же по ценам в Алоне? А здесь можно найти дом как за 300 баксов, так и за оверпрайс, то есть здесь нету лимитов, как такового, все зависит от места, все зависит, отель это или не отель, или где-то на Фейсбуке ты ищешь, как долгосрок. Как мне кажется, цены здесь меньше, чем в Куэнке. И как бы по сути здесь делать нечего, кроме серфинга, там, прогулки на лошадях, какие-то еще развлечения. Параплан, вчера, когда я была, это стоит 45. Подорожало, раньше было дешевле. ¿Cuántos aquí caballos? 4. 4. Se llama Barranco, Galán, Morena y Dominó. Morena es popular aquí nombre. Morena, Dominó. Bájalo, mira. Él es mi hijo. ¿También? No, o largo. Puedo menos, sí. Sí. Tranquila, que no le gusta. ¿Qué no le gusta que no puede hacer con ella?
todo. Todo fuera. Sí. Y muy tranquilo, sí. Solo él cuando ya se quiere venir, como que comienza la rienda y usted Ujú. tiene que dominarlo. Ujú. Él es como un poco que se desespera ya cuando ya se quiere venir. ¿Puede ir por aquí o por allá? Él conoce. A veces caminar aquí. ¿Mandé? A veces caminar aquí. Siempre. Siempre, toda la vida. Siempre baja. ¿Le gusta agua? ¿Sí? Claro. Ah, Mi hijo también. Pero creo que ella nunca no ve el océano. Solo río. sí. Disfrute para allá, para acá, donde quiera. ¿Quiere que le recoja un poquito más? Sí. Como ella con perros. No hace nada, súper manso, súper manso. Los perros más bien se asustan de ella. Voy a poner acá arriba. Gracias. Ok, disfrute. Muy tranquila. Так, что, в общем, произошло? Я в прямом смысле оплатила аренду лошади. Я буквально с ней одна катаюсь, а хозяева ушли. И это стоило $30 в час. Я не знаю, сколько сейчас время, мне как бы пофиг. Лошадь особо не дружит со мной. Она хочет домой, ну, в принципе, как и все лошади всегда. Эй, мама. Вот, поэтому мы сейчас просто гуляем с таким красивым видом. Красота. Я сейчас заплачу. Я на лошади вдоль берега. Это моя очень давняя мечта. Главное, чтобы она сейчас не затопилась здесь. Вот. У нас проблемы. Я не знаю, как она отреагирует на лошадь. И это мальчик, скорее всего. Кто там? Нет. 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 На. Нет. Знаете, это мой первый, прям первый отпуск. И мне кажется, я его никогда не забуду. Потому что за один раз я сделала то, что хотела очень много лет. И это невероятно просто. То есть, не знаю, yo no tengo palabras, porque es increíble. Yo muy feliz. Estoy feliz aquí cada día. Quizás yo quiero vivir aquí, pero yo no sé. Mira.
como aquí lindo, como aquí hermoso, como caballo, yegua hermosa. Todo mundo hermoso. Pero eso sí, muy feliz ahora. Es mi vida. Es vida para mí. Es vida para... Creo que todo es gente, porque es increíble. Такой у нас получается путь домой. Она сама знает, куда идти. Она меня ведет обратно. А тут как бы вот так. Мы пойдем через кладбище. По могилкам. Ну, к сожалению, я не знаю другого пути, поэтому мне приходится идти вот здесь. Вот рядом, вот тут. О боже. Простите меня, пожалуйста. Я иду туда, куда мне сказали идти. Я честно... Стой. Куда? Да, вот сюда. Я честно другого пути не знаю, потому что там трасса. И меня привели именно вот так. Ты хочешь кушать? На, покушай. Покушай. Все, пойдем. И сейчас мы выйдем к трассе, и мне там нужно будет слезть, спешиться, потому что там очень большой трафик машин. И как бы ничего плохого не случилось. Поэтому я ее за повод поведу. А потом уже доскачем с ней до ранчо. Ну, вот такой у меня путь прогулочный получился. Ой, Диos. Вот. Поэтому как-то так. Сейчас будем уже слезать. Мой отпуск подошел к концу. Я решила, что я уезжаю сегодня. Купила билеты на автобус и уже собрала вещи. Почему так рано? Почему даже не неделя? То есть я здесь, получается, 5 дней. И сегодня я не пойду на океан. Я уезжаю в 3, но я не пойду на океан. Я не буду делать абсолютно ничего, только лишь потому, что у меня ожог 2 степени. Здесь, оказывается, такое сильное солнце в Эквадоре, потому что экватор, все дела. И у меня проблемная кожа в том плане, что я очень быстро сгораю всегда. Но настолько сильно и в такой области у меня никогда не было. Сейчас покажу. Мне хватило буквально сходить до океана. Я купила лежак. Я была под зонтиком. Ноги накрыты, все накрыто. И мне хватило сходить до океана, искупаться и обратно, чтобы получить такой ожог. И, в общем, мои ноги выглядят вот так. То есть ожог 2 степени, потому что пошли волдыри. У меня нет слов. Мне нечего сказать, потому что это реально первый такой сильный у меня ожог. У меня автобус в 3, мне больно ходить, то есть у меня ноги сразу отекают, когда я их опускаю. И, то есть я пойду на автобус в тапочках, в носках в тапочках, чтобы не обгореть еще больше. Я прям куча крема нанесу, чтобы ноги были мягенькие, чтобы было нормально ходить. Но я не представляю вообще, как будет, как я поеду. То есть вместе с вещами я пойду сразу в кафе, возьму с собой еду, возьму, может, какой-то десертик, я не знаю, и пойду на автовокзал, в терминал. Буду ждать автобус там. То есть в целом, когда я немножко расхожусь, мне идти нормально. Но как только я сажусь, как только я поднимаю ноги, все. Потом мне опять нужно минут 10, чтобы нормально встать и функционировать. И пока я тут продолжаю собираться, то есть у меня уже почти все готово, но еще осталось чуть-чуть. Главное, что вещи все в одной куче, я ничего не забуду. Я бы хотела рассказать про одну очень неприятную историю для меня, которая произошла во время отпуска. И эта история напрямую связана со школой, со серфинг-школой и отелем, в котором, собственно, я останавливалась. Что же произошло? Изначально я нашла эту школу, серфинг-школу, просто потому, что она была в Инстаграме.
То есть я посмотрела, там выглядело все красиво, много разных тренеров, много локаций, они возят иногда учеников на другие локации, меня это тоже привлекло, и, в принципе, мне показалось это идеальный вариант, чтобы научиться, то есть, чтобы первый раз встать как бы на доску, да, и все началось в WhatsApp, я писала, то есть по всем вопросам, что мне там интересует, что мне нужно столько-то дней вместе с серфингом, пожалуйста, как мне оплатить там тыры-пыры. И первое, что меня обсчитали, мне сначала сказали цену явно ниже, чем она должна была быть, но я удивилась, но окей. Да, была уверена, что мне потом скажут нормальную цену. И в итоге они такие, типа, мы обсчитались, нас пиво, все дела. Я такая, окей, я тогда к этому самому делу сделаю русские, не знаю, сладости, какую-нибудь русскую еду, чтобы просто вы попробовали. Типа, с кем не бывает, окей. И после того, как узнали, что я русская, тут все началось. Знаете, для многих мужчин иностранки, азиатки, африканки – это такое, знаете, сорт, который нельзя попробовать, который какой-то далеко. Вот в Эквадоре я такая. То есть очень много внимания от мужчин ненужного, очень много пытаются познакомиться, очень много пытаются завести какой-либо диалог. Но окей, если к диалогам я к общению просто открыта, то уже к чему-то больше, ну идите вы нафиг, да, как говорится. И после этого началось. Спросил чувак, типа, что я сюда еду, зачем, насколько, а есть ли у меня партнер. Я говорю, что да, у меня 2 детей, кошка. После того, как я приехала, началось. Ой, ты такая красивая, там лишние какие-то объятия, лишний раз потрогать. Я в целом человек не тактильный, мне даже при встрече вот как принято в Эквадоре, во всех испаноговорящих странах, при встрече нужно обниматься, да, там иногда чмокаться в щеки, мне это пипец как дискомфортно, то есть я русская, как бы, это нужно знать, это нужно помнить, мы не сентиментальные, да, в принципе, как и все русские. И я максимально отстраненная, я максимально холодная, мне это не интересно, я пришла учиться, серфингу. Нет, чувак, кто там тронет, то там тронет. Я ему говорю, типа, мне неприятно, давай мы не будем это делать. Нет, он все равно продолжает. Ой, пойдем вечером в бар. Ой, пойдем вечером туда прокатимся. Ой, давай я тебе город покажу. То есть изначально я согласилась, чтобы посмотреть город, потому что мне интересно было. И тогда, вот первый там день-два, первый день, что я вру, не было никаких намеков на что-то. То есть единственное, что он сделал, он встретил, он такой, вау, окей, вау. Возможно, даже я это сняла, я не помню. Если я сняла, я вставлю вот эту вставку сюда. Buenas, ¿qué tal? Первый день посмотрели, окей, он потом, типа, давай на следующий день мы съездим на дальнюю смотровую, ты поедешь за рулем. Окей, я умею ездить, это все, но я уже не поехала, хотя это было бы идеально для видео, для блога, но я ценю свою неприкосновенность, скажем так, и мне максимально неинтересно было общаться с этим человеком, потому что единственное общение это вау, ох, оставайся со мной. Камон, этот чувак, он владелец вот этой серфинг-школы, он владелец отеля. Мало того, что мне было максимально дискомфортно заниматься в этой серфинг-школе, мне еще и дискомфортно было в принципе в этом отеле, потому что это тоже его отель. Мало того, что это как бы отель его, он живет рядом. Его комната, квартира, не знаю, как это назвать, рядом. И если раньше было все нормально, то в конце он мне постоянно писал, типа, пойдем. То есть человек не понимает просто слова «нет». Было сначала сказано, что мне неприятно, я не хочу. Потом я объективно говорила «нет». То есть своим вот этим русским взглядом, своей неграмотной испанской речью я пыталась ему сказать, типа, «мама берга, балакула».
Иди ты нахуй, чувак. Ну, извиняюсь, я тут замажу, да. И как бы ничего не помогало, абсолютно ничего. И сейчас вот мне нужно выезжать. Скорее всего, я даже не буду прощаться, я просто ему напишу, что я оставила ключи в комнате. И, то есть, я максимально не хочу контактировать с этим человеком, потому что мне максимально некомфортно. А человек это не понимает. У него есть цель, он не видит препятствий. Был один момент, когда я объективно, я вспылилась, я материлась и на испанском, и на английском, и на русском, просто когда человек начал объективно намекать на секс. Тренер, владелец вот этой серфинг-школы отеля своему постояльцу, своему ученику намекает на секс. У меня нет слов, я не знаю, что сказать. И после этого, когда он это сказал, я просто встала в океане на серфинге, то есть у меня был урок. И в этот момент я просто на серфинге еду до берега, оставляю доску на берегу и ухожу. Человек говорил, что я знаю, что это ненормально, то есть я ему говорю, ты понимаешь, что это ненормально, вот эта вот коммуникация, как у нас происходит, что ты как бы, я заплатила деньги за уроки, а мне тут намекают на этих уроках на секс. Причем не намекают, мне напрямую говорят, ну камон, ну как ты хочешь построить свой бизнес, ну я не понимаю, я искренне не понимаю. То есть если девушка отдыхает одна, это значит уже все, она ноги раздвигай и ко мне в кровать, бросайся или что? Я максимально ни с кем не общалась, я максимально не поддерживала даже зрительный контакт, мне это нахер не надо. Почему я не переехала в другой отель? Потому что я уже заплатила деньги, мне бы их не вернули, у меня нет других денег, чтобы снять другой отель, но однозначно я сюда не вернусь, однозначно максимальная будет огласка этой ситуации. Не знаю, на мой взгляд, я не давала никаких намеков, я абсолютно не была открыта к диалогу, и я не хотела коммуницировать. То есть, на мой взгляд, с моей позиции, то есть не было ничего такого, что могло бы спровоцировать вот что получилось. То есть репутацию он себе очень хорошо построил, и я постараюсь максимально придать это огласке. И в целом все. Сейчас выхожу. И закончился мой отпуск. В итоге у меня вид вот такой вот был из окна. Как бы не могу сказать, что прям классно. Вид на соседей. Но вот этот отель мне больше нравится. А это какая-то на самом деле халупа. И здесь очень интересный вид из окна. Например, вот. Что еще могу сказать? Вообще, по сайту, то, что я смотрела, здесь цена за этот отель $25 в сутки за комнату. Но, когда я захотела, после всех моих отказов, после того, как я наорала это на чувака, цена на одну ночь резко выросла до $40. Поэтому вот один день я платила 40. Да. Мне как бы пофиг, окей, я заплатила, но просто для меня это большой-большой критерий, больше сюда не возвращаться и никому это место не советовать. Даже если у меня не такой большой блог, там, я могу рассказать, и уже русскоязычные, и мои знакомые, они сюда не поедут. И это уже хорошо, это уже будет, ощутимый минус, как мне кажется, поэтому как-то так. Пока мы еще не поехали, я покажу, что Орла за $10. Я не знаю, много это или мало, но мне она очень понравилась. Это я везу на подарок. Просто посмотрите, что за милашество. И браслетики себе купила. Люблю такие безделушки с ожерелькой. Покупаю их почти в каждой стране. Просто как сувенир. Как дешевый сувенир. И плюс эти магнитики. У меня уже несколько килограммов этих магнитиков, которые я вожу из страны в страну. Все, мы едем. Сейчас отсюда будем долго выезжать, потому что здесь постоянно очереди из машин, которые не пропускают. Станция, она здесь буквально на 3 автобуса. Такая самая простая улочка, очень узкая. И обычно стоят много машин, ждут. Не могу сказать, что я буду скучать. Было весело и интересно, но
возможно, в Монтаните мне нравится побольше. Хотя я там была чуть-чуть по времени. Алон мне запомнится, наверное, серфингом, лошадьми и одним настырным человеком, который не понимает слова «нет». Увы, это все-таки испортило мой отпуск, и я немножко разочарована, в принципе, городом. Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где рядом. Собью дыхание на бегу, тебя найду и не отдам. Пусть рухнет мир напополам, я тихо по твоим следам, по городам, по адресам, бегу к твоим родным глазам. Спой для меня, дай мне в глазах огня, сгорим ты и я, но долгой будет линия. Я люблю тебя так, как море прибой, как небо земля, как грустный осенний пожар голубой. Люблю, как ты меня. Подари мне счастье, подари, оно неоспоримо. Мы на одном языке любви с тобою говорим. Птицы ведут за собой, я к ним бегу быстрее ветра. Я к тебе как торнадо, как тайфун, комет. Ну вот, снимаю в привычной абсолютно обстановке. То есть, можно сказать, я дома. Смотря насколько дома, но как бы дома, да, по факту. Это было сложно, ноги безумно гудят. В целом поездка прошла-то нормально, если бы не ноги. Мне кажется, даже в этот раз мы доехали быстрее, чем обычно. Но ноги. Вот, и еле дошла до дома, вот серьезно. Безумно болят, безумно отекают, безумно пульсируют. Именно когда встаю, именно когда опускаю ноги вниз. И в целом я рада, на самом деле, что я вернулась, потому что там хорошо, там есть много интересного, но здесь все-таки на данный момент моя жизнь, и нужно придумать, оставлять ее здесь, либо все-таки перевозить куда-то в другое место. Сейчас жду доставку и уже пойду спать, потому что время 12. Я хочу ужасно спать, и в автобусе не спала. И завтра нужно работать. После такого отдыха нужен еще один отдых. Но теперь, когда у меня получится это сделать, я вообще без понятия. То есть отдых, вот просто дома в кровати полежать, ничего не делать, смотреть сериалы. Все. Тебе сейчас челюсть выпадет. Что бабулька. Без зубов тоже можно, фу. Ну, покажись. Монтанита Бич, Эквадор. Что, серфингистка? Living so lavish. I got my own palace. Dripping so savage. Yeah, I'm the go-getter. I'm that go-getter. Make moves, count bills, gotta get paid. Stack my bennies so tall, they gotta get weighing. No shit, I'm the queen of Miami-Dade. I'm that go-getter. I'm that go-getter.